Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Рагнар — самый вонючий ботаник-неудачник, которого называли худшим, и он даже не мог стать охотником на драконов, как остальные, пока волшебным образом не смог пробудить свое будущее «я», открыв особую уникальную силу и став сильнейшим охотником на драконов, даже убив бога-дракона из мести. В мире, полном драконов, люди ищут защиты у охотников на драконов. Чтобы заработать на жизнь, охотники на драконов охотно берутся за задание и убивают драконов двумя способами: либо замораживая сердце дракона серебряным мечом, либо используя солнечный свет, чтобы сжечь его дотла. История начинается с того, что наш главный герой Рама отправляется на поиски, чтобы сразиться с драконами вместе со своим розоволосым другом Ленёкой. Во время выполнения задания у Рагнара появляется видение, в котором он видит себя в будущем, убивающим дракона без какого-либо оружия. В своем видении он видит, что даже обладая такой большой силой, его будущее «я» все еще жаждало большей власти, и прежде чем он смог увидеть что-либо еще, он увидел, что его будущее «я» все еще жаждет большей власти. Его прерывает дракон, который бросается на него. Чтобы уберечь мечтающую о сне девчонку от смерти, Лео прыгает в воду и использует свои навыки убийцы драконов, оправдывая свой титул выдающейся охотницы на драконов. После извлечения сердца дракона Рагнар и Лео ждут утра и позволяют телу дракона сгореть на солнце, пока не заморозил сердце дракона с помощью серебряной иглы. Сохранив сердце в качестве вещественного доказательства, Лео и Рагнар возвращаются обратно в свой город РБ в королевстве под названием Аренди. Добравшись до города, Рагнар сдает сердце дракона и получает огромную сумму денег в качестве награды. Сразу же после получения золота Лео и Рагнар потратили свои деньги на закусочную неподалеку и перекусили после утомительных поисков. Более того, поскольку Рагнар был старше 12-летнего Лео, Рагнар сфотографировал Лео, документируя ее каждый день, когда ей исполнилось 18. Подслушивание от неподалеку Сайкс Чарлайкс, второй по силе охотник на драконов в арендаторе после Лео, начал оскорблять Рагнара из ревности, так как он завидовал тому, что такой неудачник, как Рагнар, дружит с Лео Вундеркиндом. Раздосадованный оскорблениями, Лео встал на защиту Рагнара, когда она обнажила свой серебряный меч и замахнулась им на Сайкса, требуя, чтобы он закрыл рот. Более того, видя, что она привлекла внимание всех присутствующих в закусочной, Лео начал тявкать о том, кто хочет присоединиться к ней в путешествии, чтобы убить бесконечные драконы. Напуганный, никто не осмеливается поднять руку, кроме Рагнара, который клянется сопровождать Лео до последнего вздоха перед всеми. Все. Позже, в тот же день, когда Лео спит, Рагнар решает отправиться на прогулку и попрактиковаться в мастерстве фехтовальщика. Во время тренировки Рагнар внезапно слышит шепот старика, который вызывает у него видение, в котором он видит, что потеряет все, что ему было дорого, включая Лео. На следующий день, поскольку в гильдии не было доступных заданий, все планировали отправиться на восток, в город под названием Донна-Перу. Вне себя от радости, Лео начинает планировать приключения, но она сразу же начинает беспокоиться, когда видит Рагнара, у которого были темные круги под глазами, так как он не мог забыть о том, как Лео умер в своем видении. Чтобы утешить Рагнара, Лео заверяет его, что однажды он станет сильным и что он не совсем бесполезен, так как у него были какие-то скрытые способности, которые только и ждали своего часа, чтобы проявиться. Слушая Лео, Рагнар начинает вспоминать, что он был проклятием для всех, кто принимал его в течение Кэр, был убит драконами до тех пор, пока Лео не стал его партнером. На следующий день гильдия наполнилась сбитыми с толку охотниками на драконов, так как Донна-Перу была захвачена и уничтожена ордой драконов за одну ночь. Более того, пока все спорили о том, что произошло, Лео была потрясена, увидев бледное лицо Рагнара, и поспешила в галерею только для того, чтобы найти город Ранамбра, охвачено пламенем. Увидев пламя, Рагнар запаниковал, поняв, что его видение постепенно становится реальностью. Но прежде чем он смог остановить Лео, тот спрыгнул с галереи и поспешил остановить драконов, чтобы они не причинили еще больших жертв. Чтобы предотвратить смерть Лео, Рагнар поспешил сразиться с превосходящим его драконом, который имел фигуру, похожую на человеческую, но обладал безумно сильными способностями. Воспользовавшись возможностью, когда Сайкс отвлек превосходящего дракона, Рагнар прыгнул и попытался убить дракона со спины. Но это привело к обратному результату, так как он попал в преисподнюю. Увидев, как Рагнар летит по небу, словно аватар из Роблокса, Лео бросилась сражаться с превосходящим драконом, и она поручила Сайксу помочь Рагнару, который тонул в близлежащей реке. Когда Рагнар погрузился в глубины реки, он наконец начал ясно видеть свое будущее, в котором он увидел, что после смерти Лео он отправится в бесконечное путешествие, чтобы убить всех драконов, завести новых друзей и потерять их тоже. Когда он увидел все последствия смерти Лео, он внезапно начал видеть старика из своего предыдущего видения и понял, что этот старик был никем иным, как его будущим «я». Чтобы изменить ужасную судьбу Рагнара, будущий «я» Рагнар передал свои силы настоящему Рагнару, наделив его невероятно мощными способностями. Тем временем, перед тем, как убить Лео, высший дракон сообщил, что его зовут Гримвельд,
и он был высшим драконом самого низкого ранга. Более того, он рассказал, что высшие драконы следовали за богом драконов, и недавно из-за того, что его любимая пекарня закрылась из-за ограбления, он является разгневанный. Он натравил армию драконов на людей. После всей этой болтовни, когда Гримвельд готовился убить Лео, Рагна появился из ниоткуда, после того, как он позаботился о драконах поблизости, используя художественный стиль Сильверин. Напуганный исходящей от Рагнара энергией, Гримвельд немедленно превратился в своего дракона. Но это было бесполезно, так как Рагнар был мертв. Легко убил превосходящего дракона одним ударом. Когда временная шкала будущего изменилась, Рагнар немедленно подбежал к Лео, обнял ее и громко заплакал. На следующий день Рагнар обнаружил, что лежит в постели рядом с Лео и Сайксом. Полагая, что Рагнар был мошенником и все это время скрывал свои способности, Сайкс требует от Рагнара объяснений, но из-за усталости Рагнар игнорирует Сайкса и ложится спать. Прежде чем Сайкс успел попытаться разбудить Рагнара, его внезапно прервало землетрясение, вызванное лесом, который подступал к городу вплотную. Где-то в другом месте шеф-повар и 3 его официантки дрожали от страха, угощая пирогами с бараниной, похожего на кейс высшего дракона по имени Тёмувак Таф 8 «Сядь на дракона». Когда ему предлагали что-нибудь связанное с едой, высший дракон поглощал пироги с бараниной и продолжал тявкать о вкусе этого блюда. Раздосадованный тем, что ему не подарили говядину по-веллингтонски от Гордона Рамзи, толстяк решил сожрать шеф-повара и 3 официанток, воскликнув, что они намного вкуснее, чем у других. Блюдо, которое они подали. Тем временем Сайкс бродил по Ранниборе и обнаружил, что дракон, который был невосприимчив к солнечному свету, прятался за лесом и его тянуло к городу. В то время как Лео, который был занят вытаскиванием щупалец дракона, заметил Рагнара, удерживаемого щупальцами, и поспешил спасти его. Но она мгновенно осознает, что одно из щупалец дракона вот-вот нанесет ей смертельный удар. Почувствовав, что Лео в опасности, Рагнар пробуждается ото сна и запускает мощную взрывную волну Сильверина, замораживающую почти половину щупалец дракона. Потрясенный тем, как быстро Рагнар справился с проблемой, Лео пытается позвать Рагнара, но Рагнар был заперт и начал испускать Сильверин аура, в то время как Наруто бежит к Тёмуогу Тафу. Встретив превосходящего дракона, Рагнар мгновенно порезал и заморозил его лицо. После столкновения с превосходящим драконом Рагнар приходит в ярость и принимает решение убить всех драконов, чтобы защитить своего любимого Лео. Поразмыслив некоторое время об убийстве всех драконов, он срывается с места, услышав голос официантки, в которой он мгновенно узнает Кримсона, дракона-монарха из его видения. Узнав официантку, Рагнар спрашивает девушку, была ли она Кримсоном, но девушка отрицает это. Чувствуя уверенность в себе, Рагнар настоял на своем и сказал ей, что ее зовут Элиза Йоркшир, ей 14 лет, и она была драконом. Более того, он взорвал самую большую бомбу за все столетие, когда рассказал, что девочка на самом деле была мужчиной. Обнаружив, что Рагнар страдает аутизмом из-за таких диких предположений о ней, девочка дала ему пощечину за то, что он назвал ее драконом и мужчиной. Прежде чем ситуация стала еще хуже, Лео прервал их и попросил Рагнара вернуться, так как охота на старшего дракона уже закончилась. Как только они повернулись, чтобы идти обратно, старший вернулся на второй раунд и бросился на Лео, но Рагнар легко помог Лео уклониться от атаки. Чтобы закончить бой, Рагнар использует грубую атаку из пистолета греха, разнося дракона на куски. Покончив с превосходящим драконом, он затем говорит Лео, что она должна уйти с горожанами, так как Раннамора теперь превратилась в настоящее поле битвы. Отказываясь покинуть Рагнара, Лео набрасывается на Рагнара и замахивается на него своим мечом, который он парирует пальцем, усыпляя Лео. Через некоторое время Лео просыпается только для того, чтобы обнаружить, что психолог уносит ее прочь из Рнип вместе со многими другими жителями. Возвращаясь к Рагнару, Рагнар настаивает, чтобы Кримсон пришла и сражалась с драконами вместе с ним, но она, очевидно, тоже проявляет нежелание, чтобы заручиться ее поддержкой. Рагнар начинает болтать о том, как он хорош в домашних делах и как он помогает Кримсону и может стать его слугой, прежде чем упасть в обморок из-за лихорадки. Пока Рагнар был без сознания, у него снова возникло видение о том, как его будущее я встретилась с Кримсоном. После долгого пребывания без сознания Рагнар просыпается и пытается объяснить Кримсону свое видение, действие которого происходит через 20 лет. Как раз в тот момент, когда Рагнар объяснял свое видение, они оба замечают группу драконов, летящих к горожанам, и оба бросаются сражаться с ними. Поравнявшись с драконами, Рагнар использует одну из своих атак серебряным искусством, пронзая дракона мечом и замораживая его. После того, как Кримсон наконец осознала истинные способности Рагнара, она наконец признает, что она действительно драконий монарх. Когда ее рвет слизью, и она превращается в свою истинную форму. После завершения своей трансформации она добивает всех оставшихся драконов вторым ударом. Разобравшись с драконами, Кримсон вручает Рагнару яд и говорит ему, что готова работать с ним только если он выпьет яд, добавив, что яд подействует только в том случае, если он почувствует какую-либо злобу по отношению к Кримсону. Без каких-либо колебаний Рагнар мгновенно выпивает яд, что удивляет Кримсона, и он спрашивает, почему Рагнар хочет убить всех драконов. Услышав вопрос Кримсон, Рагнар признался, что хочет защитить то, что не смогло защитить его будущее «я», и именно по этой причине он захотел заключить с ней союз.
Тем временем группа людей убегает от дракона, который оказался третьим по старшинству драконом Десусом Труа. По сути, Дус воплощал ветер и обладал способностью создавать быстрые торнадо. Используя эту свою уникальную способность, Десус заманил группу женщин в ловушку внутри своего торнадо и отрезал их тело кусок за куском, используя ветер как свой клинок. Пока он кромсал женщин в своем торнадо, к счастью, некоторые жители близлежащего города вырвались из рук Десуса и убежали. Выключен. Когда они пытались скрыться, им помешало внезапное появление обычных драконов, от которых они изо всех сил пытались отбиться. Однако драконы смогли превзойти людей по силе, но прежде чем ситуация стала еще хуже, Рагнар и Кримсон пришли им на помощь. Появившись, Рагнар легко расправляется со всеми мелкими драконами, и они оба разговаривают с горожанами, спрашивая их об их безопасности. При встрече с горожанами Кримсон решает инсценировать разговор, рассказывая горожанам, что Рагнар был великим драконьим жнецом, а сам Кримсон был магом. Добавляя, Кримсон показал, что он может использовать магию в этом мире, и эта магия используется только некоторыми драконами и горсткой людей. Более того, чтобы воздействовать на горожан, Кримсон показал используемую им слизь, которая появляется в человеческом обличии и может говорить. Увидев волшебную слизь живой, горожане воскликнули, что магия удивительна в чистом виде. Увидев магию в первый раз своими собственными глазами, лидер горожан Майкл подошел к Рагнару и Кримсону, чтобы попросить их о помощи с третьим местом Цас Тройс, который пробрался в страна Тартьер. Услышав о тройках Цас, Рагнар готовится отправиться сражаться с ними, но внезапно падает головой вниз из-за мышечной усталости. Видя, что Рагнар не может двигаться, Кримсон сначала отказывается помогать, но видя, что горожане были готовы отдать свое оружие только для того, чтобы убить этого дракона, Кримсон решает, чтобы протянуть руку помощи. Через некоторое время Кримсон вручает Майклу серебряный меч и готовит их к битве при Тартьере, используя ключ, чтобы открыть комнату, наполненную современным оружием. Увидев перед собой целый арсенал оружия, горожане удивляются его разнообразию. Более того, Кримсон также подробно рассказывает о том, как пуля, пропитанная сильверином Рагнара, будет использоваться для уничтожения драконов. Позже в тот же день Рагнар также раскрывает свое проклятие Рагнару, стреляя в себя и воскресая. После того, как она выстрелила себе в голову, она скормила свой труп слизи в качестве награды за то, что сообщила информацию о позиции в тройке лучших. Некоторое время спустя горожане испытывают свое недавно приобретенное оружие на стрельбище. После долгих тренировок, наконец, на рассвете, наступает время, когда горожане собираются и отправляются в фургоне к Десусу Трою. Когда они приближаются к Цас, Кримсон объявляет об их прибытии в мегафон и поджаривает дракона на третьем месте, называя его бета-самцом. Услышав, как кто-то оскорбляет его задницу, Десус начинает япатон о том, что он не одинок, и как он заслужил свое место дракона на третьем месте. Наблюдая за драконом высшего ранга, горожане начинают испытывать страх из-за огромных размеров торнадо. Но они сохраняют мотивацию, помня о своих неустанных тренировках за последние 2 дня. После того, как Малиновый насмехался над Десусом, он ускорил шаг, когда дракон сердито направился к ним. Более того, благодаря боеприпасам Малинового, пропитанным серебром, ветер начал стихать, что замедлило торнадо. Однако это разозлило дракона, но горожане держали себя в руках и продолжали стрелять в Десуса, в то время как Деус продолжал оскорблять охотников на драконов, в то время как в него стреляли. Через некоторое время он был поражен боевыми искусствами Сильверина, выполненными Рагнаром, которые выбили его из торнадо, так как он не мог поверить в это, что он наконец потерпел поражение. Чтобы закончить битву, горожане добивают его сильвериновым мечом и несколькими пулями, а также с помощью солнечного света. После победы над Десусом горожане отправляются в путь с ресурсами, и Рагнар начинает понимать, насколько сильным и проницательным был план Кримсона заманить Десуса на солнечный свет. Тем временем Кримсон достает радио и воспроизводит передачу Министерства обороны Королевства Арендатор, приказывая всем гражданам эвакуироваться в королевскую столицу, которая оказалась подставой как Кримсону, так и Рагнару. За 5 дней до текущих событий короля Лесси, женщину Лесси посетила дракон-монарх первого ранга. Абсолютная, когда она преодолела барьер и остановила время, чтобы передать Божье послание о судьбе королевства. Встретившись с королем, ультиматум объявила, что собирается покончить с королевством, и сказала, что гибель человечества в королевстве неизбежна, потому что так сказал Бог. Видя, что не осталось места для переговоров, король Фемет использовал солнечную защитную систему, чтобы попытаться убить ультиматума, но он с треском провалился, так как атака была отражена превосходящим драконом, а ультиматум защищен первым превосходящим драконом по имени Небулум и 7-м превосходящим драконом Барджасом. Через некоторое время она воскресила короля, повернув время вспять, и наконец сказала, что Бог желает конца этому королевству и нет никакого способа обойти это. После того, как Тия объявила о нападении на королевство, король объявил о широкомасштабной эвакуации. После объявления тревоги об эвакуации граждане начали покидать границы из-за участившихся нападений драконов. Однако число беженцев в столице достигло
достигла совершенно нового уровня. Тем временем все были обеспокоены, но королю было все равно, так как он считал, что выживание людей было безнадежным делом с тех пор, как Абсолютная Тия объявила о своем нападении на человечество. С другой стороны, Абсолютная Тия обеспокоена смертью Гримволта Дисаза в Темртафе от рук неизвестных убийц. Наряду со смертью высшего дракона Дорнии от рук дочери Фемы, принцессы Старли. Чтобы отомстить за смерть Дорнии, Ультиматея отправляет Титру и Альто Вальтакаму и высшего дракона убить Старли, а также она отправляет высшего дракона Вальтакамуи расследовать другие смерти. Тем временем Рагнар мечтает о будущем Рагнаре, где он был схвачен высшими драконами. В этом сне Ультиматея была настолько впечатлена Рагнаром, что начала превращать его в дракона, показывая, что все высшие драконы когда-то были людьми. И все они были превращены в драконов Ультиматией. Напуганный ночным кошмаром, Рагнар просыпается с отвращением к Ультиматия, притворяющейся, что ее массовые убийства были проявлением доброты по отношению к людям. Несмотря на то, что она была сильнейшим из ныне живущих драконов, Кримсон решает, что ей жизненно важно умереть следующей, и они решают отправиться в столицу. По прибытии в столицу Рагнар обнаруживает, что без Лео он на самом деле страдает от страха перед толпой. В то время как Кримсон пребывает в замешательстве, поскольку ожидала, что город будет переполнен 2 миллионами беженцев, но он был заполнен лишь наполовину. Это означает, что высшие драконы уже начали убивать людей в больших количествах, используя неизвестный метод, который не привлекает внимания. Чтобы продолжить расследование, Кримсон оставляет Рагнара с его слизью и приказывает Рагнару ни с кем не разговаривать. И определенно не делать ничего безрассудного, если он заметил Ultimate T. Через некоторое время Кримсон навещает Голема. Его слуга, который проник в армию, полковник Роуэн и Химера-оборотень, чтобы сообщить им, что Рагнар попытается убить Ультиматию. Тем временем Рагнар становится свидетелем парада армии с трупами драконов в качестве доказательства того, что они выигрывают войну. Но он знает, что это пропаганда, направленная на умиротворение граждан. Во время этого парада он внезапно замечает в толпе Ультиматум и борется с желанием самому вывести ее на улицу, поскольку обещал этого не делать. Однако из-за того, что он сдерживал свой гнев, лицо Рагнара покраснело, что привлекло внимание Ultimate. Тем временем Кримсон объясняет свои планы относительно Рагнара и Ultimate своим союзникам, когда один из ее союзников считает неразумным бросать вызов Ultimate из-за ее магии контроля времени. В ответ Кримсон успокаивает их, так как верит, что Рагнар способен победить абсолютного Ава. Тем временем Рагнар сталкивается с абсолютной Ав и борется с вопросом, должен ли он сражаться с ней или нет. Пока приспешники Кримсона спорят о том, кто из них лучше, лакей-мужчина показывает Кримсону видеозапись того, как Ультиматум контролирует время. После тщательного анализа видеозаписи, Кримсон показывает, что она знает способ обойти магию контроля времени Ультиматума. Вернувшись в Рагнар, Слайм помогает Рагнару подавить желание сразиться с Ультиматумом, говоря Ультиматуму не обращать на Рагнара внимания. Более того, мальчик, сопровождающий Ультиматум, говорит Рагнару и Слайму, что она помогает ему найти его родителей, ставя Рагнара в тупик, поскольку он не мог поверить, что превосходящий дракон помогает человеку. Внезапно появляется туманность высшего дракона и бросает на Рагнара злобный взгляд. Тем временем один из приспешников Кримсона понимает, что Ультиматея не может одновременно останавливать и перематывать время назад, за что получает похвалу от Кримсона. Кримсон верит, что Рагнар может воспользоваться этой слабостью, чтобы убить Ультиматию в схватке 1 на 1. После этого открытия Кримсон просит своего приспешника помочь Рагнару отбиться от приятелей Ультиматума Нибулума и Барджиаса. Тем временем, обдумав свое решение оставить Ультиматум в покое, Рагнар просит Слайма связаться с Кримсоном и рассказать им, что он встретил ее в городе. Возвращаясь к Кримсону, Кримсон размышляет о недоброжелательстве своего приспешника к Рагнару, поскольку чувствует, что Рагнар у него под рукой. Однако, когда Слизняк сообщает ему через устройство о предательстве Рагнара, Кримсон потрясен. Тем временем Ultimate Йо и Небулум помогают мальчику найти свою семью, и она благодарит Нибулума за его помощь. Наблюдая издалека, Рагнар слышит, как Ультиматум говорит Нибулуму, что семья мальчика скоро погибнет, подтверждая веру Рагна в то, что все высшие драконы представляют угрозу. Разгневанный Рагнар противостоит этим двоим и убивает Нибулума на глазах у Ультиматума. Теперь, когда Ультиматум осталась одна, он раскрывает свои намерения убить ее тоже, и они вступают в драку. С другой стороны, Кримсон и остальные ощущают силу Рагнара, когда он использует свои знания из будущего, чтобы сразиться лицом к лицу с Ультиматум Тия, несмотря на ее способности перематывать время. Более того, во время парада Рагнару начинает сниться продолжение его сна, в котором он видит, как будущий Рагнар закалывает себя серебряным мечом, чтобы не стать членом высших драконов. Во сне, думая, что Рагнар погиб, абсолютная Тия просит Дисуса помочь ей и остальным вернуться на небеса, используя его ветер. Внезапно появляются Слайм, Кримсон и Голем. И Кримсон наблюдает за телом Рагнара, понимая, что он заморозил свое сердце, чтобы не стать членом драконья родословная. Видя его ненависть к драконам, Кримсон велит Голему забрать Рагнара и вернуться на их базу. Возвращаясь к настоящему моменту, Кримсон взбешена тем, что Рагнар пошел против их планов, в то время как один из ее приспешников докладывает о прогрессе Рагнара в битве. Пока Рагнар сражается с
Алтема, то вмешивается Небулум, показывая, что он не умер и едва пережил нападение Рагнара. Прежде чем Ультиматея погибнет, она использует свою козырную технику манипулирования временем, чтобы избежать гнева Рагнара. Чтобы спасти свою задницу, она возвращает время к тому моменту, когда Рагнар присутствовал на параде. В этот самый момент Ультиматея использует свою способность останавливать время и говорит Рагнару, насколько он опасен для нее. Более того, она задается вопросом, почему он испытывает к ней глубокую ненависть, несмотря на то, что они не так давно были вместе. Через некоторое время Ультиматум шокирована, заметив, что Рагнар движется во время остановки. Но прежде чем она смогла продолжить расследование, Небулум атакует Рагнара градом ударов. Видя, что Рагнар не уклонился от атаки Небулума, Ультиматея думает, что это ее воображение сыграло с ней злую шутку, и она спрашивает Небулума прекратить атаковать, так как Рагнар, испускающий Сильверин, причинял ему вред. Более того, Ультиматум показывает, что тело Рагнара все еще не пострадало от его ударов, и она считает, что им понадобится разрушающая мир магия, чтобы причинить вред Рагнару. Помня, что король Фемин подвергся атаке солнечной защиты, Ультиматум поручает одному из своих союзников поговорить с королем Фемином. Более того, Ультиматум также раскрывает свои планы расправиться с союзниками Рагнара после того, как они победят Рагнара. Во время ее остановки времени Рагнар внезапно просыпается и приближается к Ультиматуму, как будто остановка времени никак на него не повлияла. Она напугана, она не знает, как он перемещается, так как она разрешает перемещаться в ее закрытом времени только тем, у кого с ней общая кровь. Чтобы защитить абсолютный трепет, Небулум использует свой самый сильный барьер. Но это не имеет никакого эффекта, так как Рагнар легко пробивает барьер головой. Прежде чем Рагнар прикончит их обоих, Рагнар падает на землю из-за того, что использует слишком много своих будущих сил, и у него начинает течь кровь из глаз и нос. Чтобы убить Рагнара как можно скорее, высшие драконы заставили короля Фему использовать луч солнечного света, чтобы избавиться от Рагнара. Однако луч не сработал, так как рядом с Рагнаром появились Кримсон и их союзник. Добравшись до поля боя, Кримсон разочарованно посмотрел на Рагнара за то, что тот не подчинился их приказам. Видя, что на поле боя появилось больше союзников, Борджиас умоляет абсолютную Тиа использовать ее способность останавливать время. Но так как она была травмирована при виде того, как Рагнар нарушил правила ее временной заморозки, она начинает щипаться. Видя, что ультимативная Тиа дрожит, Кримсон понимает, что он должен удвоить усилия и сломить боевой дух ультимативной Тиа. И именно по этой причине Кримсон взрывает несколько бомб по всему королевству арендаторов. Поступая таким образом, Кримсон демонстрирует ложное чувство безопасности Ультма жителям королевства и пытается сделать ставку на ультиматум, используя ее оставшуюся силу, чтобы отмотать время назад и все исправить. Однако, прежде чем Ультиматия смогла использовать свое обращение времени вспять, Небулум предупреждает Ультиматум не использовать ее оставшуюся энергию. Видя, что Небулум испортил его план, Кримсон решает отступить и встречается с Големом, который находится неподалеку. При встрече с Големом Кримсон ругает его за то, что он не выполнил свой план, поскольку Голем не заложил бомбы на часовую башню. Прежде чем отправиться в скрытое измерение, Кримсон приказывает Голему следить за передвижениями Кровавого Льва и избавиться от чьего-то тела. Тем временем Небулум чувствует, что он сильно подвел Ультиматию, и у него начинаются воспоминания, в которых он вспоминает встречу с Борджиасом, о взрослении и его связи с их родословной. Согласно воспоминаниям, Борджиас рассказывает, что однажды Небулум станет основой прародителя и должен гордиться этим статусом. Вернувшись в настоящее, Небулум набирает силу и планирует найти Кримсона и Рагнара, чтобы уничтожить их ради своего хозяина. Видя, что простой превосходящий дракон бросает вызов его скрытому измерению, Кримсон находит это смешным и уверен, что Небулум не найдет его и его союзников из-за того, как он сконструировал это пространство. Однако внезапно Рагнар просыпается и хочет окончательно покончить с Алтемат Ти, так как он начинает выделять Сильверин. Видя, что Сильверин Рагнара разрушает ее пространство, Кримсон приказывает Химере подчинить его, но, к сожалению, трещина позволяет Небулуму обнаружить Кримсона. После того, как его заметили, Кримсон отчаянно пытается сбежать из этого района, и он приказывает Голему стрелять в Небулума, что приводит к перестрелке между всеми фракциями. Где-то в другом месте принцессе Старлиолс сообщают, что люди проникли через ее подземный круг телепортации. По-видимому, Кримсон и Рагнару удалось сбежать, но они оказались в крепости этой принцессы, и ее советник Айзек сообщает ей, что Рагнар проходит курс лечения. В то время как Кримсон обещает ответить на любые вопросы, которые у них есть к ним. После встречи с принцессой Старлией, Кримсон вспоминает фантастическую боевую доблесть Старлии и ее недостатки, связанные с отсутствием рук. Более того, Кримсон ненавидит Старлию, потому что ее было трудно обмануть, поскольку у нее был одаренный глаз, который мог чувствовать ауру. Кроме того, Кримсон обдумывает, что делать, и считает, что было бы лучше сотрудничать со Старлией, поскольку их цели совпадают. Однако, потратив некоторое время на размышления, Кримсон понимает, что может обмануть Старлию с помощью манипуляций с аурой, и он показывает Старлии свой драконий глаз. Во время допроса Кримсона Старли вспоминает, как у нее была встреча с генерал-лейтенантом Перейра. По-видимому, Старлия убила Перейра, потому что он планировал совершить теракт в соседней стране. Более того, она знала, что он замышляет что-то против их народа, благодаря чувствительным способностям своей ауры. В настоящем Кримсон применяет стратегию, которая позволит ему одурачить Старлию и избежать ее способностей. Несмотря на убедительную историю, Старл распознает ложь и правду Кримсона насквозь. Чтобы показать, как она уловила ложь Кримсона, Старлея более
более подробно объясняет Кримсону свои способности и показывает, что хотя цвет ауры Кримсона стал синим, она говорила правду. И хотя она стала красной, она лгала. Однако, поскольку цвет ауры Кримсона был синим, Старлия почувствовала, что от него исходит что-то подозрительное, и сказала Кримсону, что она ощущает черную как смоль массу смерти, исходящую от него. После получения негативных вибраций от Кримсона, Старлия приказывает своим людям обнажить мечи. Поскольку Кримсон был бессмертен, Кримсон принимает свою судьбу, но Рагнар вмешивается, чтобы спасти его. Увидев Риозавра Рекса Рагнара, Старлия начинает терять самообладание, так как теперь она нашла своего мужа Доу. На самом деле Старлия видела Рагнара как ходячий меч с руками и ногами, и, по-видимому, ей нравились ходячие мечи. В то время как Старлия совершенно не находила слов, у нее возникло воспоминание о ее наставнице Назарине. Очевидно, Назарина сообщила Старлии, что она больше не находится под домашним арестом и должна вернуться в замок. Из-за того, что Старлия посвящает все свое время работе в качестве мастера слова, Назарина сказала, что ее помолвка была расторгнута. Более того, Назарина беспокоится, потому что она не получит вознаграждение за то, что помогла Старлии успешно выйти замуж за кого-то. Вернемся в настоящее время, когда Старлия влюблена в Рагнара. Рагнар говорит им, что он и Кримсон готовы сотрудничать. Чтобы решить судьбу Рагнара и Кримсон, один из людей Старлии запирает Кримсона и Рагнара в тюремной камере, поскольку тем временем они обдумывают свой план действий. Поскольку у них есть свободное время, Рагнар и Кримсон используют его, чтобы обсудить свои сомнения друг с другом. Через некоторое время Кримсон восстанавливает слизь и рассказывает Рагнару о ситуации, в которой они оказались. Тем временем Старлия все еще погружена в свои мысли, придумывая целый фанфик со своим мужем Доу. Видя, что Кримсон полностью погружена в свои мысли, Назарина в шутку бьет Старлию и говорит ей, что она стала некомпетентной из-за того, что влюбилась в Рагнара. Более того, Назарина говорит Старлии, что это здорово, что она нашла того, кого любит, и напоминает ей о ее достижениях. Хотя это здорово, что она влюблена, Назарина говорит, что ей следует помнить о своих обязанностях лидера. Заверяя Назарину, Старлея обещает соответствовать своему статусу и не подведет тех, кто доверяет ей своей жизни. Тем временем конечная А извиняется перед своим богом за свои неудачи, а ее бог, который оказывается ее сестрой, спрашивает ее, почему она не смогла защитить ее. Конечная А пробуждается от кошмара и понимает, что ее силы уже не такие грандиозные, как раньше. Тем временем Старли проводит собрание, на котором Кристофер и Шин докладывают Старли о драконьей активности, происходящей поблизости. Более того, Старли интересно, что планирует Верховный Дракон, и она просит своего подчиненного Майорку сообщить последние новости о круге телепортации. В ответ Майорка говорит Фу завершить круг в течение дня. Во время встречи внезапно появляются Рагнар и Кримсон, а Старлия все еще влюблена в Рагнара. Чтобы помочь Старлии, Кримсон обещает предоставить Старлии и ее союзникам Рагнара, который способен убивать высших драконов. Несмотря на то, что Старлия безумно влюблена в Рагнара, она ни в малейшей степени не доверяет Кримсону и отказывается работать с ними. Чтобы завоевать доверие Старлии, Кримсон просит Рагнара убедить Старлию, так как она уже влюблена в него, и было бы легче, если бы Рагнар убедил ее. После того, как Рагнар поручился за ненависть Кримсона к драконам, Старлия принимает их помощь, но она напоминает Кримсону, что она будет полагаться только на него в течение разведанные и что она будет отвечать за планирование. Тем временем в Такамуи посещает Алтемат, которая все еще шокирована тем, что не может распоряжаться временем так, как раньше. Чтобы успокоить Алтемат, Воль Такамуи приносит ей голову человека, убившего Дуса Троя, и пытается успокоить Алтемат. Увидев обезглавленную голову мужчины, Алтемат отказывается выслушать Такамуи, так как ей было неудобно из-за того, что обезглавленный человек был убит мучительно. Более того, Такамуи дарит ей серебристый клинок, напоминающий ей о Рагнаре. Чтобы помочь ей понять, почему она теряла свои силы, в Такамуи объясняет, что ультиматум не может контролировать время, потому что чувствует себя побежденной. И чтобы восстановить свой контроль над ним, она должна забыть свой страх перед Рагнаром. Изначально Ультиматея отказывалась приказывать в Такамуи убить Рагнара, так как она хотела в первую очередь уничтожить королевство арендаторов, чтобы изменить мир в соответствии с желаниями своего бога. Однако после некоторых уговоров Алтемат отдает серебристый клинок и просит в Такамуи принести ей головы Рагнара и Кримсона. После того, как Алтемат Ти дала волю своему желанию отомстить Рагнару и Кримсону, они объединились с другими высшими драконами. Позже Рагнар демонстрирует и объясняет Старли свои принципы Сильверина, которые она не может понять из-за божественных запястий Рагнара. Чтобы отвлечься от Рагнара, Старли просит своих подчиненных принести все их оружие Рагнару, чтобы он мог наполнить их своим Сильверином. Во время наполнения оружия людей Старли и Сильверином, Рагнар вспоминает разговор, который у него состоялся с Кримсоном. Очевидно, Кримсон предложил Рагнару наполнить их оружие половиной своего Сильверина, а половину оставить себе. Это позволит им не зависеть полностью от сил королевства арендатора. После того, как мы снабдили воинов большим количеством оружия,
мы видим, как несколько высококвалифицированных подчиненных Старлея обсуждают ситуацию друг с другом. По-видимому, двое из них расстроены, в то время как воин по имени Крис говорит, что он не против процесса вливания, так как благодаря этому у него появилось мощное оружие. Более того, Крис утверждает, что Рагнар талантливый воин, в то время как другой подчиненный думает иначе. В то время как товарищ по имени Шин несколько раз бросает вызов Рагнару, чтобы доказать свою состоятельность, но каждый раз получает по заднице. Тем временем два воина-близнеца подходят к Рагнару и вручают ему свои пистолеты за то, что он наполнил их пулей сильверином. Внезапно появляется слизняк и совершает серьезную ошибку, высмеивая девочек за то, что они похожи на драконов. Чтобы наказать слизняка, близнецы сопровождают его в неизвестное место и рассказывают ему о своих прошлых травмах. Более того, они пытают слизняка, засовывая ему в задницу петарды в качестве наказания. Тем временем другая группа подчиненных, похоже, с трудом справляется со своей задачей по созданию круга телепортации. Через некоторое время один из них замечает Багрового и спрашивает его, почему он здесь. В ответ Багровый признает, что им нелегко справиться с этой задачей и утверждает, что он может помочь им преодолеть это испытание своим вкладом. С другой стороны, Альто и другие высшие драконы обсуждают, чего они должны достичь с помощью своего плана. Чтобы выполнить свое обещание в Алтемат, Уолта Камуи говорит, что планирует позаботиться о Рагнаре и его друзьях сам и Альто, и они немного поспорят по этому поводу. Через некоторое время вмешивается Небулум и говорит, что Рагнар и его приятели придут к ним сами, и нет необходимости беспокоиться об этом. Увидев Небулума, Альто хвалит Небулума за его зрелость и советует Втакамуи вести себя как он. Более того, Альто говорит Ультимейту, что он может рассчитывать на нее в части плана уничтожения страны. Однако Альто не планирует убивать людей милосердно, как того хотел Ультимейт. С тех пор, как Ультимейт начал ломаться, Ультимейт говорит, что она не против убивать людей, пока Альто может выполнять свою работу. Чтобы убедиться, что все выполняют свою работу, Тиритра прерывает его, говоря своим товарищам выполнять свои обязанности и не потерпеть неудачу, как другие, которых они потеряли на этом пути. Тем временем Айки спрашивает Старли, правду ли Кримсон говорил о том, что он и Рагнар победили нескольких превосходящих драконов. В ответ Старли говорит Айки, чтобы он не обращал внимания на Кримсона, поскольку она считает, что ему нравится распространять ложь в своих правдивых заявлениях. Однако Айки поднимает утверждение Кримсона о том, что высшие драконы — это люди. И Старлея подтверждает утверждение Кримсона, заявляя, что у нескольких солдат, работающих на нее, есть нечеловеческие черты. Поскольку Старлея подтверждает утверждение Кримсона, Ика озадачен этим открытием, но Старлея говорит, что это не имеет значения, если их враги раньше были людьми. Будь человеком, и для него важно выложиться полностью в предстоящей битве и выжить. Тем временем Кримсон и Рагнар обсуждают, верит ли Рагнар, что у него есть сила победить Втакуи. Проанализировав себя, Рагнар говорит, что возможно он не готов сразиться с ним, а Кримсон говорит, что рад это слышать. Учитывая, что Втакуи превосходный дракон, который превзошел свои ограничения. Все это время я случайно сталкиваюсь с Фу, где Фу рассказывает мне, что Кримсон помог его группе улучшить их магический круг. В это же время близнецы прибывают в камеру Рагнара со слизью, которая выглядит избитой и израненной. Через некоторое время появляется Кримсон, и Рагнар говорит ему, что он в своей камере, потому что это помогает ему сохранять спокойствие. Кроме того, Рагнар говорит, что он сохранил большую часть своей силы Сильверина для предстоящих боев. Чтобы дать Рагнару последнее задание, Кримсон говорит Рагнару взять один из мечей Старлии, влить в него Сильверин и уйти глубоко под землю, чтобы избежать подозрений со стороны ее солдат. Через некоторое время Кримсон выводит слизняка из депрессивного состояния и велит ему следить за Рагнаром. Прежде чем Кримсон успевает вмешаться, появляется Старлей и прикрывает себя словами, что он собирается вздремнуть и не доставлял неприятностей. После встречи с Рагнаром и Кримсоном Старлия велит Рагнару следовать за ней, чтобы он мог выбрать оружие. Следуя за ней, Старлия говорит, что планирует остаться с солерианами после их предстоящей битвы. И для поддержания мира она планирует стать членом Солерианской церкви и драконьим бичом. Поступая таким образом, Старлия надеется, что солериане защитят ее народ. Однако, если она погибнет в бою, она хочет, чтобы Рагнар стал драконьим бичом и возглавил ее народ вместо нее. Услышав просьбу Старли, Рагнар отклоняет предложение Старли, расстраивая Старли. Чтобы напомнить Рагнару о его словах, Старли напоминает Рагнару о его обещании следовать за ней и говорит, что он будет подчиняться ее приказам. Через некоторое время Рагнар вливает большую часть своего Сильверина в каждый меч и говорит Старли, что он обещает оберегать ее. С другой стороны, Альто, Зора и несколько драконов сеют хаос в королевском дворце. Вызвав переполох в балансе, Альто и Терра прибывают на базу Старлеи, где Терра пытается проникнуть на нее, но терпит неудачу. После неудачной попытки проникновения Рагнар вышел с базы, чтобы сразиться с Террами. Он хладнокровно шел с двумя серебряными мечами в руках. Тем временем силы Старлея ждут, когда силы Альтозоры войдут на их базу. К их удивлению, несколько человек входят в здание и умоляют силы Старлея защитить их. Лидер, похоже, вспоминает предупреждение Кримсона о том, что Альто занимается изготовлением наркотиков и обладает гипнотическими способностями, и говорит всем быть настороже, когда люди нападут на них. Через некоторое время появляется Старли и помогает своим товарищам справиться с человеческой угрозой. Во время переполоха она объявила, что они должны защищать только людей, находящихся под их опекой, и своих товарищей солдат. А всех остальных она считает угрозой и убьет их сама
сама, если понадобится. Более того, Старлия поручает Айку охрану базы и просит Грею, Хасселу, Криса и Назарину сопровождать ее в лес. В другом месте Альто в восторге от решимости Старли и не может дождаться скорой битвы с ней, в то время как Кримсон рассказывает о таланте превосходящего дракона и о том, как это происходит. Это измеряется продолжительностью их созревания. Если им потребуется немного времени, чтобы повзрослеть, то в результате они станут более сильными. Во время своего боя с Рагнаром Таро Тора признает, что ему не хватает таланта, но он компенсирует это многолетним опытом, которого он достиг, когда был человеком. Во время их битвы Рагнар отмечает, что ему трудно нанести решающий удар Таро Торе, и поэтому он изучает Тору далее. Он считает, что ему нужно будет использовать большое количество сильверина, чтобы причинить ему боль. Через некоторое время Рагнар планирует вложить всю свою силу в свой меч и надеется, что это сработает. Тем временем Грея, Хасселла и члены воздушного отряда патрулируют лес сверху. Они передают свои находки своим товарищам и отмечают, что не могут обнаружить Альто. Местонахождение. Одновременно близнецы сообщают Старли, что многие драконы направляются к восточному входу на базу и могут быть, предвкушая их следующий шаг. В ответ Старлия говорит, что все в порядке, в то время как Альто хвалит ее силы за их усилия против его армии людей. Через некоторое время Альто проверяет Таро Тору, потому что он слегка беспокоится о нем. Почувствовав, что Альто сосредоточился на нем, Тера говорит Альто не волноваться, так как он верит, что победил Рагнара. Однако Альто расспрашивает Таро Тору подробнее о Рагнаре, чтобы узнать, является ли он тем самым жнецом, который напал на Алтемат. Полагая, что Алтемат не будет побежден таким слабаком, Таро Тора считает, что Рагнар уже не тот парень. Однако он говорит, что жнец может присутствовать где-то на поле боя. Чтобы прикончить Рагнара, Таро Тора пытается убить его, но Рагнар просыпается и уклоняется от его атаки. Внезапно появляются низшие драконы, чтобы ослабить Рагнара, но Таро Тора утверждает, что Рагнар не является для него приоритетом, и считает, что этих низших драконов будет достаточно, чтобы победить его. Поверив, что Рагнар был просто слабаком, Тарик Тора направляется к Альто и просит у него новых приказов. Чтобы поручить Таро Торе другую работу, Альто говорит Таторе, что хочет, чтобы он посетил расположение Старлии и уничтожил ее и ее силы своей пушечной атакой. Услышав, что Старлия попала в беду, Рагнар пытается остановить Татору, но он подавлен объединенной мощью низшего дракона. К счастью, Шин и Гарм прибывают, чтобы оказать ему помощь и дать совет. Вместо того, чтобы поблагодарить этих двоих за помощь, Рагнар велит им убираться прочь и утверждает, что он может справиться с низшими драконами и разорвать Тору в одиночку, разозлив Шина. Чувствуя себя оскорбленным, Шин вызывает Рагнара на дуэль к удивлению Рагнара. В этот самый момент у Шина возникает воспоминание, в котором он встречается с Рагнаром за 4 дня до прибытия Кримсона на базу Старли. В своем воспоминании Старли сообщила своим войскам, что им следует избегать проблем с превосходящими драконами. По-видимому, Шин счел методы Старли трусливыми, что побудило Старлию поставить Шина на его место. Более того, Старлея объявила своим солдатам о своих планах после битвы. И после искренней беседы с бывшим товарищем, Шин упоминает, что 120 солдат решили остаться рядом со Старлеем. Возвращаясь к настоящему моменту, Шин произносит Рагнару вдумчивую речь о причинах, по которым он и другие сражаются. Кроме того, он говорит Рагнару, что его не волнуют ни его мотивы, ни его сила. После того, как Шин открылся Рагнару, он подошел к Грэму, и тот рассказал ему об их ситуации. Кроме того, Грэм сказал, что хотел бы продолжать помогать всем в этой борьбе и достичь большей силы. Немного поспорив со Слаймом, Шин и Грэм решили остановить Тирита Тора. В другом месте Старли планирует использовать свои силы, чтобы превратить лес в свою территорию. Одновременно товарищи Старли сообщают ей о своих находках и успехах. С другой стороны, Альто признает сильные стороны Старли и понимает, что она что-то замышляет с помощью магического круга поглощения. Кроме того, план Старлея напоминает ему о его солерианских днях, и он рассказывает, что солериане хотели использовать магию драконов в боевых целях. И находят потребности Старлии в этом захватывающими. Вернувшись в Старлию, несмотря на то, что драконы не излучают ауры, Старлия все еще может распознавать драконов, потому что они выглядят как черные массы к ней. Через некоторое время Старлия понимает, что Ульта знает о ее плане, и она впадает в панику. В панике Старли приказывает своим войскам следить за аномалиями, и внезапно несколько драконов нападают на нее и ее отряд. Во время этого нападения, когда драконы продолжают атаковать силы Старлии, Альто предполагает, что радиус поглощения магического круга Старлеи составляет 2 километра. И он вспоминает туманность это предупреждение о маге по имени Кримсон, обладающем великой барьерной магией. Более того, Альто говорит, что победа в этой войне бессмысленна, если Старлии удастся сбежать, сохранив свою жизнь. Чтобы выиграть эту битву любой ценой, Альто планирует получить полный контроль над магическим кругом телепортации Старли. Рядом с барьером стоял Айки со своими людьми, когда он столкнулся с проблемой, и его люди быстро падали. Увидев количество потерь среди своих людей, он приказал своим оставшимся войскам отступить. Во время всей этой суматохи ультиматум появляется в облике дракона,
и все кажутся сбитыми с толку, поскольку они не могут видеть никаких движений со стороны ультиматума. Но его люди падали, как будто ультиматум убивал их. Во время этой неразберихи Айки внезапно осознал, что дракон, стоящий перед ним, на самом деле контролировал время. Как раз в этот момент Кримсон выскакивает на линию огня со светошумовой гранатой, похожей на шар, которая работает как чит-код, поскольку сжигает Алтимат. После того, как обездвижил Алтимат, Кримсон показывает, что он манипулировал функциями шара таким образом, что он взрывается, когда чувствует, что время остановилось. Кроме того, Кримсон говорит мне, что он снабдил людей, которых защищал, оружием и кучей 16 человек, потому что они хотели присоединиться к борьбе. Хотя я не в восторге от методов Кримсона, он вынужден подчиниться, поскольку он был их единственной надеждой. Кроме того, Кримсон говорит, что Альто знает о следующей фазе их плана телепортации и планирует разместить свою армию людей вокруг их базы, чтобы разрушить ее. Для борьбы с армией Альто Кримсон хочет направить против них свои загипнотизированные силы. В другом месте Урш-Гарон взбешен тем, что не может прорваться через один из барьеров базы. Раздосадованный замечает поблизости Фу и просит его отвести его в магический круг. Однако Фу отказывается и решает сразиться с Уршем-Гароном. Увидев позицию Фу, Урш-Гарон на мгновение вспоминает, как Старлия спорила с Фу о требованиях магического круга. Вернувшись в настоящее, Фу побеждает Урша-Гарона и крадет его магию. Пока между Фу и его товарищами происходят веселые выходки, Кримсон наблюдает за ними и впечатлен мощью отряда Старлии. Внезапно в округе начинают происходить странные вещи, и Кримсон призывает Фу и его товарищей следовать за ним. Сбитый с толку, Фу задает Кримсону несколько вопросов, и Кримсон говорит ему, что он должен сосредоточиться на защите барьера. Тем временем Старлиус заставляет сражаться взрослых драконов, в то время как Альто заинтригован странной тактикой Старлии. Однако драконы быстро атакуют Старлию, в результате чего она падает на землю. Когда Старлия падает на землю, Альто хвалит Старлию за ее усилия, но признает ее неопытность. Прежде чем объявить о победе, Тарик Тора сообщает Альто, что трое мужчин, а именно Шин, Грэм и Рагна, разгромили третью часть его армии, и говорит, что они должны обратить внимание на это развитие событий. Тем временем видно, что Шин и Грэм колеблются, поскольку не уверены, одержат ли они победу. Но они начинают замечать, что Рагна наконец начинает оттачивать свои способности и привыкает к своей силе, но он не знает, как долго сможет ее поддерживать. Однако, чтобы защитить всех от смерти, он сделает все, что в его силах, чтобы победить драконов. Одновременно Альто признает, что просчитался в ситуации. Чтобы защитить всех, Рагнус в мгновение ока уничтожает множество драконов. Тем временем один из солдат Старлии спешит ей на помощь, и она приказывает своим войскам двигаться на северо-запад. За это время Альто узнает, что Урш-Горон и Платиновая Тиара не одержали победы в битве, что ставит его в тупик. Более того, он думает о силах Старлея, их истинных возможностях и огневой мощи. Сбитый с толку, он спрашивает Тара Тору, как долго он будет восстанавливать силы, и в ответ тот говорит ему, что это не займет много времени. Чтобы противостоять силам Старлеи, Альто разрабатывает новую стратегию и передает ее Таро Тору. Имея в виду этот план, Таро Тора действует как обычно и планирует взорвать все в течение 5 минут. Тем временем Шин помогает Рагнару убить дракона, и Рагнар говорит ему не вмешиваться. Но он отказывается от своего приказа, когда вспоминает слова Шина о том, что он не должен вести себя как герой. Чувствуя, что он вел себя как придурок, Рагнар извиняется перед Шином и говорит, что Шин и Грэм могут сражаться с драконами так, как им заблагорассудится. В ответ Рагнар говорит, что планирует защитить их, и просит их последовать его примеру. Преследуя драконов и убивая их под руководством Рагнара, Шин и Грэм размышляют о том, как Рагнар влияет на них. Внезапно Альто заражает нескольких взрослых драконов Рагнара и его союзников. В качестве контратаки Рагнар побеждает их легко и быстро, разозлив Шина, потому что Рагнар не позволяет ему или Грэму участвовать в охоте. Однако Рагнар говорит остальным продолжать следовать за ним, несмотря на то, что Шин разозлился на него. В другом месте Альто взбешен тем, что Рагнар и его союзники быстро уничтожают его силы. Кроме того, Альто взволнован человеческими силами Старлеи и интересуется, какой тип оружия они используют. После некоторого мозгового штурма Альто приходит к выводу, что кто-то другой ведет этих людей против него. И ему интересно, присутствуют ли на поле боя те же люди, которые вызвали проблемы Алтимат и других. Тем временем на месте расположения магического круга телепортации Кримсон держит человека с промытыми мозгами, подавленного Фу и его союзниками. Видя, что вся сила подавлена, Кримсон говорит им, что теперь он возьмет на себя управление магическим кругом. Более того, Кримсон раскрывает свои намерения относительно магического круга, которые соответствуют их потребностям в нем. Однако он не хочет брать с собой людей, которые, по его мнению, будут лишним грузом. Услышав о состоянии Кримсона, все начинают соглашаться с Кримсоном, но Фу понимает, что со всеми что-то не так, и противостоит Кримсону по этому поводу. Чтобы успокоить Фу, Кримсон заверяет Фу, что с его друзьями все в порядке и все в порядке. Тем временем Ульта размышляет, не является ли Рагнар жнецом, поскольку он знает, что человек, устроивший взрыв в столице, находится здесь. Напуганный Ульта размышляет, стоит ли ему сообщить Такамуи, что жнецы здесь. Однако он колеблется, потому что знает, что у Старлии есть союзники, которые могут соперничать с превосходящими драконами. Следовательно, он отправит Такамуи на верную смерть. Тем временем, когда войска Старлии захватывают северо-запад Старлии,
Халла замечает, что Грея пожирает нескольких взрослых драконов. Увидев Халлу, Грея протягивает Халле немного драконьего мяса и говорит ей, что они единственные в их отряде, кто выжил. Получив заряд энергии, Халла и Грея планируют свою месть. Вернувшись в магический круг телепортации, Кримсон целуется с Фу, и внезапно Фу понимает, что не может двигаться как обычно. Голос Кримсона медленно проникал в его сознание. В это время Кримсон болтает о том, что хочет быть любимым многими, прежде чем Кримсон уговаривает Фу активировать магический круг для него. Прежде чем Фу активирует магический круг, Маджа окликает Фу и говорит ему не подчиняться Кримсону. Внезапно один из людей Кримсона стреляет в Маджа, вызывая всеобщую панику. Когда возникает паника, Фу пытается помочь Маджа, но Кримсон прижимает его к земле, так как понимает, что его магия гипноза теряет свою силу над остальными. Охваченный паникой, Кримсон угрожает убить оставшихся фармугов, если они не подчинятся и не активируют круг. Не желая, чтобы его друзья погибли, Фу говорит Кримсону, что он активирует круг. Внезапно Маджа получает дополнительный заряд энергии, шокирующий Кримсона, когда Кримсон приказывает людям с промытыми мозгами стрелять в Маджа. Но их стрельба оказывается неэффективной против нее. Чтобы отбиться от Кримсона, Маджа использует свои силы, чтобы телепортировать Кримсона и его людей подальше от круга. После того, как она использовала большую часть своих сил, Маджа теряет сознание, а Фу и его друзья спешат ей на помощь. Тем временем Кримсон и его люди падают с неба, и он не может поверить, что Маджа обладает магией телепортации внутри своего тела. Расстроенный тем, что он упустил возможность получить под свое командование заметные войска, Кримсон и его люди с промытыми мозгами падают с неба в тот момент, когда они находятся в нескольких шагах от того, чтобы шлепнуться на землю. С другой стороны, Ульта Зора все еще размышляет, стоит ли приглашать Вальтакамуи на поле боя или нет. В этот самый момент он задается вопросом, почему жнец Рагнар и его партнер Кримсон помогают силам Старлея. Сбитый с толку, он размышляет о нескольких вещах, которые Кримсон мог бы получить, поддерживая силы Старлея. В конечном счете, Альто считает, что он соревнуется в гонке с Кримсоном, чтобы увидеть, кто сможет достичь своей цели первым. Имея в виду гонку, Альто уверен, что он убьет Старлею, прежде чем Кримсон сможет достичь своей цели. Тем временем Кримсон лежит на земле, обессиленный. Когда его тело лежит на земле, Кримсон надеется, что Рагнар сможет сбежать с достойными похвалы союзниками и что Старлея погибнет в битве. Все это время в битве между группой Старлеи и взрослыми драконами Альто командиры все еще держат Старлею на спине, и он призывает оставшиеся войска продолжать сражаться. После перегруппировки с командиром, близнецы оказывают этим солдатам помощь, и Старлея надеется, что они смогут продолжать подавлять драконов. Пока ее перевозят, Старлея вспоминает слова Кримсон о том, почему ей не следует недооценивать превосходящих драконов. Пока близнецы осматривают поле битвы, где Рагнар сражался с Территорой, Старлея размышляет над другими вещами, которые Кримсон рассказала ей о зрительных способностях Альто и их дальности действия. Благодаря этой информации Старлея чувствует, что она сузила круг поиска Альто. С другой стороны, Альто повышает уровень безумия своей армии драконов с помощью своих способностей. Хотя они будут бесполезны для него через 10 минут, он чувствует, что они справятся со своей работой в свое время. Более того, Альто размышляет о том, как Старлея справится с этим повышением уровня безумия. Тем временем Старлея и ее войска набирают силу и направляются к Альто, планируя нанести ему удар атакой, которую они использовали для победы над прошлым превосходящим драконом. Поняв, что кто-то приближается к нему, Альто встает со своего места и начинает распространять смертельный токсин в воздухе. Когда Старлея и ее солдаты приближаются к нему, Альто видит в своем сознании образ человеческой женщины по имени Лакюша. Внезапно Назарина появляется позади Альто и отрубает ему голову и руку, с помощью которой он распространял смертельный токсин. Однако Альто остается равнодушным к нападению Назарины, заставляя ее задуматься о том, что происходило у нее на глазах. Сбитая с толку, Назарина оставляет Альто в покое, так как чувствует, что выполнила свою роль в этой войне. Поскольку местонахождение Альто скомпрометировано, Старлея и ее союзники спешат к Альто, поскольку она удовлетворена попыткой Назарина. Поскольку это убедило ее сказать остальным не доводить их последнюю атаку до конца. Более того, Старлея чувствует, что настоящая Зора находится в 100 метрах под землей. И, используя свои силы, вытаскивает Альто на поверхность и говорит Крису, что рассчитывает на него. Тем временем Альто размышляет о своей человеческой жизни и времени, проведенном с Лакушей. Аста размышляет об этом странном ощущении, которое он испытывает. Таро Тора предупреждает его о повышенном уровне магии в лесу. Кроме того, он предупреждает Альто, чтобы тот не позволял драконам входить в лес. Внезапно лесные драконы появляются из-под земли и начинают пожирать людей. Увидев это, Ульта упоминает, что не может контролировать их, но понимает, что лесные драконы тоже нападают на его врагов. Через некоторое время Альто понимает, что Борджиас восстановил свои способности и пытался помочь им в войне. Однако Альто кричит на Борджиаса за вмешательство в его войну со Старлеей, но тот отзывает свое заявление, потому что чувствует, что собирается совершить какую-то глупость. Тем временем Рагнар, Грэм и Шин продолжают убивать драконов. Увидев, как они уничтожают драконов, Таро Тора атакует их из своей ручной пушки и говорит Альто, что он уничтожил их своей атакой. После использования своей ручной пушки, Таро Тора просит Альто сообщить последние новости о состоянии Старлеи. Используя свой глаз, Альто замечает Старлею, лежащую на земле, но говорит Татори неправду о ее состоянии. Одновременно Альто не знает, зачем он это делает, и говорит Татори присматривать за Рагнаром, поскольку он использует эту возможность, чтобы
чтобы обдумать его странное поведение. Через некоторое время Альто подходит к бессознательному телу Старлея и подвергает сомнению решения, которое он принимал в битве до сих пор. После этого он размышляет о своем человеческом существовании вместе со своими подчиненными людьми и Лакхой. В этот момент мы узнаем, что Вальте Камуи на самом деле убил Лактию и Альто, а затем стал одним из высших драконов. Увидев Старлию, Альто заметил сходство между принцессой Лактией и принцессой Старлией. Более того, Альто утверждает, что все, что он потерял за это время, всплыло на поверхность в этой битве. Через некоторое время он говорит Старли, что обожает их битву и хвалит ее и ее войска за их усилия. В воспоминаниях Кримсон рассказал Старли о лидерских качествах Лакуши и человеческом прошлом Альто. В конечном счете Кримсон говорит Старли не сдаваться во время ее ссоры с Альто, так как их решимость постепенно сведет его с ума. Через некоторое время Альто просит Старли присоединиться к Blood of the Wing, но Старлиер отвечает и признает, что Альто превзошел ее во многих категориях. Однако она сообщает Альто об одной области, в которой она превосходит его. Внезапно Старли обрушивает на Альто свою атаку кузнечным искусством, которое прижимает его к дереву. Чтобы защитить Старли, несколько солдат поднимают тело Старли, а Крис достает оружие, которым она пронзила тело Альто. После того, как Крис завладела мечом, Старли активирует свою технику мысленного союза, чтобы связаться со своими оставшимися войсками, и просит всех направить свою энергию на серебряное оружие, которым владел Крис. Используя это оружие, Крис бросает его в Територу, а Альто говорит Територи, чтобы тот был осторожен. Вместо того, чтобы увернуться от оружия, Таро Тора стреляет в него из своей пушки, что приводит к мощному взрыву. После того, как взрыв утих, благодаря Ульта Зоре, Тарди Тора получил лишь незначительные травмы, но в этот самый момент Рагнар прыгнул, чтобы схватить оружие, брошенное Крисом. Тем временем Шин просыпается в пузыре, похожем на воду. Сбитый с толку, Шин наблюдает за Рагнаром изнутри пузыря, когда тот хватает клинок Криса и наносит свой охотничий удар молнией по Таро Торе. Наблюдая издалека, Альто скорбит, когда Таро Тора наконец умирает от атаки. Однако перед смертью Тора говорит Альто, что он взорвал себя, чтобы избежать мгновенной смерти от атаки Рагнара. Видя, что у Таро Торы все еще есть немного энергии, Альто винит себя за то, что дал Таро Торе ложную информацию. Но Таро Тора говорит ему не беспокоиться об этом. Кроме того, он говорит, что они должны сосредоточиться на разработке стратегии, которая поможет им одержать победу в этой войне со Старлией. Перед смертью Терри Тора начинает вспоминать то время, когда он был человеком, показывая, что он наряду с Альто, и они оба были связаны с принцессой Лакюшей. Одновременно Терри Тора размышляет о своих давних отношениях с Альто и надеется, что он сможет простить его. По просьбе Таро Торы, Альто говорит Таро Торе использовать оставшуюся жизненную силу, чтобы взорвать себя и обеспечить смерть Арли и другого человека. Перед мощным взрывом Альто убегает, а после того, как он убедился, что Альто вышел за пределы радиуса поражения, Терри Тора взрывается. Чтобы взрыв не уничтожил все вокруг, Рагнар пытается сдержать взрыв с помощью своей серебряной заморозки. Несмотря на то, что слизь оказывает Рагнару помощь, Рагнар понимает, что взрыв Теры — это слишком много для него. И издалека Старли задается вопросом, сможет ли Рагнар предотвратить попадание взрыва в них. Поразмыслив некоторое время, Старлия понимает, что ее меч, возможно, сдерживает Рагнара, и начинает винить себя за это. Кроме того, она размышляет обо всех солдатах, которых она потеряла, и о тех, кто выжил во время этой войны. Чтобы помочь Рагнару остановить взрыв, Старлия использует свои способности, чтобы придать Рагнару больше силы, поскольку она хотела предотвратить новые жертвы. Через некоторое время она сообщает Рагнару, что у нее есть войска, которые защищают ее, пока она выполняет этот долг. Хотя сила Татторы превосходит их, Старлия и Рагнар усиливают огонь и в конце концов нейтрализуют атаку Татторы. После нейтрализации взрыва Тарека Торы, Старлия понимает, что нынешний Рагнар силен благодаря своему будущему двойнику, и она делится своими опасениями за будущего Рагнара, поскольку Рагнар оказал ей помощь. Много энергии от его будущего «я». В ответ нынешний Рагнар благодарит Старлию за беспокойство о будущем Рагнаре, в то время как Старлия благодарит Рагнара за его помощь и умоляет его покинуть Кримсона и присоединиться к ее армии. Прежде чем Рагнар успевает ответить, Рагнар падает в обморок, в то время как Крис и остальные проверяют Старлию, и она благодарна, что война завершена. После некоторого отдыха товарищи Фу говорят ему, что магический круг телепортации готов к использованию, в то время как Рагнар просыпается после долгого отсутствия. Однако, прежде чем наши люди отпраздновали свою победу над Атаитерой, появляется Вальтакамуи и убивает Старлию и ее силы. После этого Вальтакуи обращает свое внимание на Рагнара и готовится поднять руки. Пока Рагнар и Такамуи сражаются, мы получаем флешбэк с участием Рагнара и Кримсона, где Кримсон сообщает Рагнару о мощном демоническом мече с 6 когтями и 2 клыками. Кроме того, он сообщает Рагнару о родословной когтистых, которые связаны друг с другом мечами и боевыми искусствами. Добавляя к этому, он утверждает, что преступник убил одного из них в прошлом и украл один из демонических мечей. Добавляя к этому, он раскрывает, что Уолт Такамуи был преступником и что он убил кого-то в своем человеческом прошлом и украл один из демонических мечей. Более того, Кримсон предупреждает Рагнара, что ему не следует связываться с Уолтером Камуи и сражаться с ним только после смерти Алтемат. Несмотря на
предупреждение Кримсона, Рагнар говорит, что нет, я бы победил, и сразу же смиряется, когда Уолтер Камуи валит его на землю. Чувствуя безнадежность, Рагнар начинает видеть сны, в которых он оказывается в альтернативном измерении со Старлией, которая умоляет его проснуться. Когда Рагнар наконец просыпается, Старлия говорит ему, что она настоящая. Кроме того, она говорит, что она и другие успешно телепортировались в это странное место благодаря магическому кругу телепортации. После того, как они оба немного погуляли, Старлия останавливается и говорит Рагнару, чтобы он шел дальше без нее. Более того, Старлия говорит, что она должна создать сильный меч под названием Серебряная комета, так как даже если это приведет к ее смерти. Она хочет заверить Рагнара, что с этим мечом будут обращаться жестоко по отношению к нему. Поскольку Рагнар отказывается покидать Старлея, внезапно земля уходит у него из-под ног, и он падает. Проведя 2 дня без сознания, Рагнар просыпается и обнаруживает, что его тело обмотано бинтами. Хотя Старлии, возможно, уже нет, Рагнар говорит, что все еще чувствует ее ауру внутри себя. Выйдя из своего лагеря, Рагнар замечает Криса, Фу и остальных вокруг себя. Более того, Рагнар выходит на улицу и замечает, что находится на территории церкви Солярин. Через некоторое время Рагнар встречается с Айки, когда Айки ведет его на встречу с кем-то важным. Через некоторое время Рагнар слышит голос ультиматума и подсознательно атакует, но появляются двойники женщин, которые начинают представляться как драконий бич Солнечной церкви. После оживления лидера драконьего бича Карлы, которую Рагнар убил, она прощает Рагнара, так как все они знали, что ненависть Рагнара к ультимате была огромной. Увидев, что у них есть способности к обращению времени вспять, Рагнар спрашивает ее, может ли она использовать свои силы времени, чтобы спасти жизнь Старлии. В ответ она говорит, что может, но она против этого, потому что это отнимает слишком много энергии, и она чувствует, что спасение Старлии – пустая трата времени. Услышав ее ответ, Рагнар говорит, что если она убьет Айки, он убьет ее и ее копии. Вместо того, чтобы прибегнуть к насилию, Рагнар, Айки и Карла решают поболтать на крыше одного из зданий в этом районе. Во время их обсуждения Назарина раскрывает, что она является членом Соларианской церкви, целью которой было обратить Старлию в свою веру. И она должна была убить Старли, если та откажется, чтобы присоединиться к Соларианской церкви. Однако, поскольку Назарянин не смог убить Старлию после ее отказа присоединиться к церкви, Назарянка ожидала услышать от вышестоящих о своем наказании. Как только Назарянка ушла, лидер плети дракона приглашает Рагнара и спрашивает, не хотел бы он стать плетью дракона. Без каких-либо колебаний Рагнар немедленно отказывается, и в ответ на его отказ Карула шантажирует его, говоря, что она доставит армию Старлеи обратно на землю. В ярости Рагнар разрушает их стол для совещаний и говорит, что она примет беженцев, а взамен он убьет ультимативного Та. После окончания собрания Рагнар уходит со слизью, и они вдвоем заходят в одно из зданий подальше, чтобы встретиться с Кримсоном. При встрече с Кримсоном Кримсон показывает Рагнару ключ от другого измерения, говоря, что он исцелит Рагнара. После входа в скрытое измерение, которое восстановил Кримсон, Кримсон говорит, что хочет сосредоточиться на создании правильной команды, сосредоточенной вокруг способности Рагнара к серебру, и что они не могут сделать свой следующий шаг до тех пор, пока глобусная камера не будет восстановлена через 3 года. Услышав, что им придется ждать 3 года, Рагнар говорит, что они должны победить Алтимат прямо сейчас и не должны откладывать это в долгий ящик. Однако Кримсон остается непреклонен и говорит, что они победят Алтимат позже, поскольку он считает, что Старли уже умер. Полагая, что Старлия все еще жива, Рагнар говорит Кримсону, что Старлия жива и им следует поторопиться, несмотря на то, что Кримсон думает иначе. Несмотря на предупреждение Голема, Рагнар не отступает и прежде чем уйти, благодарит Кримсона за то, что тот дал ему ключ. Однако еще до того, как он смог уйти, он стал жертвой яда, который Кримсон приказал ему выпить, когда они впервые объединились в команды. По сути, Кримсон сказал ему, что если он примет этот токсин, то не сможет восстать против него. Видя, как Рагнар падает, Кримсон смеется над идиотизмом Рагнара, но она испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда видит, как Рагнар мгновенно встает на ноги. Полной решимости спасти Старлию, Рагнар извиняется за свое предательство, но Кримсону все равно, и теперь он хочет убить его. Чтобы обездвижить Рагнара, Химера пытается напасть на Рагнара, но он быстро останавливает ее. После того, как он унизил Кримсона и Химеру, Рагнар сообщает ему о первой встрече с ним его будущего «я». Очевидно, во время этой встречи будущий Рагнар осознает, что в теле Кримсона не было сердца после того, как он убил его. Когда Рагнар покидает базу, Кримсон направляется в одну из комнат своей базы, чтобы отдохнуть. Тем временем Рагнар возвращается на базу Аргентум Кара и натыкается на Айки, Шина, Криса и остальных. Когда все собрались вместе, Рагнар обнаруживает, что Старлей жив. Тем временем Вальтакамуи и Старли замечены в комнате, где Вальтакамуи хватает Старлию и показывает ей, что Ультазора оставила записку. След от яда на ее теле. Следовательно, если она попытается покинуть столицу или если Рагнар и ее союзники приблизятся к ней, яд активируется и убьет ее. Более того, Вальтакамуи болтает об Альто и ранах, которые Рагнар нанес ему во время их схватки. С другой стороны, Ультиматея молится своему божеству, клянясь уничтожить их врагов и восстановить их силы. Кроме того, она надеется,
надеется, что бог снова заговорит с ней. Через некоторое время после того, как Баргри завершил свою метаморфозу, он становится существом по имени Старейшина и входит в этот район. Спрашивая именно это, она и обсуждала с богом. Затем Старейшина и Ультиматея обсуждают силы Старлеи и Рагнара, а также вероятность их прибытия. Через некоторое время Старейшина допрашивает Нибулума и спрашивает его, почему он не отвечает на его телепатические сообщения, касающиеся катастрофы с исчезновением Солнца. В ответ Нибулум подтверждает, что он несет ответственность за действия Солнца, потому что хочет посмотреть, сможет ли он создать пространство, которое остается в ночи. Видя усилия Нибулума, Старейшина хвалит Нибулума и говорит, что готов позволить Нибулуму продолжить свой проект и оставить Алтимат на его попечение. Возвращаясь к Старли, Старли показывает, что она не боится умереть, но обещает выковать меч, который преодолеет оговорку в Такамуи. В другом месте Айки просит Фу рассказать о прогрессе в создании круга телепортации. В ответ Фу говорит, что это займет у него некоторое время. Так что тем временем Айк навещает Карлу и спрашивает, может ли она оказать им магическую поддержку. Поскольку уничтожение Ultimate TA было общей целью, Карла согласилась помочь им, но потребовала формулу магических кругов поглощения и образец крови Рагнара Фу в крови Маджа. Более того, Карла говорит, что если она будет скептически относиться к Айке и его отряду, она остановит их, если почувствует, что у них нет шансов на победу. С другой стороны, Снейк входит в комнату Кримсона, чтобы проверить его, и обнаруживает, что Кримсон все еще потрясен замечаниями Рагнара. Более того, Снейк сообщает Кримсону о Барджиасе и его намерении пожертвовать своей жизнью. В дополнение к этому он сообщает, что если Барджиасу это удастся, то Снейк и Кримсон станут последними представителями рода Старого Крыла. Услышав слова Снейка, Кримсон открывает виртуальную карту и, увидев барьер Нибулума, задается вопросом, действительно ли ультиматум все еще не способен контролировать время. Понимая, что ситуация может сложиться в их пользу, Кримсон говорит всем готовиться к Вавилону, поскольку он решает использовать армию Рагнара и Старлеи в качестве отвлекающего маневра для «убей меня окончательно». Тем временем Назарина и Айки разделяют их мнение о том, что Старлея находится в дворцовом районе вместе с крылатым монархом Абсолютным. Услышав, что группа сосредоточилась на Старлеи, Карла заявляет, что они должны сосредоточиться на убийстве первого Абсолютного, так как если они победят ее, то остальные высшие драконы падут. Спустя некоторое время Рагнар поделился своим желанием отправиться в Кемуи прямиком. Позже Айки сказал всем, что они приступят к осуществлению своего плана через 2 дня, а пока он надеется, что все подготовятся. Тем временем Грэм и Рагнар проведут небольшой спарринг. После недолгого спарринга оба воина признают силу и рост друг друга. Хотя Рагнар доволен силой, которой он был одарен, он утверждает, что ему трудно гордиться этим, поскольку он не прилагал безумных усилий, чтобы приобрести ее. Через некоторое время Грэм сообщает Рагнару об одном из маневров, которые, как он видел, он выполнял во время их битвы с Тароторой, и признает, что он имитировал его тактику и успешно справился с ней. Несмотря на то, что его ноги были не на одном уровне с ногами Рагнара, Грэм все еще гордится тем, чего он достиг, и просит Рагнара продолжать вести их по светлому пути, показывая им свою силу. Через некоторое время, когда все приготовились телепортироваться обратно на Землю, Фу инициировал магический круг, в то время как Драконий Бич пожертвовал собой, чтобы инициировать магическую контрмеру, подобную заклинанию контроля времени. По-видимому, это позволит Аа и остальным действовать в течение ограниченного времени. Однако, по словам Королы, у них на это есть всего 3 минуты. Пока члены плети дракона умирают один за другим, Кайла произносит перед ними проникновенную речь, прежде чем Рагнар и силы Старлии телепортируются обратно в Капитолий. Ожидая возвращения людей, Альтозор и Старейшина противостоят силам Старлии, в то время как Рагнар решает сразиться с Тикуи. Тем временем Небулум чувствует, что Кримсон и его окружение прибыли на место происшествия. Прибыв на поле боя, Кримсон понимает, что ультиматум не остановило время, и приходит к выводу, что, возможно, она не может остановить время. Внезапно Старейшина превращается в своего дракона и говорит своим врагам, что он сокрушит их. Вернемся к Рагнару. Рагнар противостоит Валтакемуи и, увидев Старли, бросается на сторону Старлеи. Тем временем Алто говорит армии Старлеи, что Старлея скоро погибнет, независимо от того, победят они его или нет. Вернемся к Рагнару. Рагнар в ужасе видит, что Старлия отравлена по всему телу. Хотя Старлия успешно выковала меч Серебряной кометы для Рагнара, она говорит ему, что это не поможет ему в борьбе с когтями Такамуи, так как она потерпела неудачу до самого конца. Ради Старлии Рагнар обещает Старлии, что победит Такамуи и ее мечом. Дав Старлии и Рагнару время поболтать, Такамуи наконец возвращается на поле боя, и они сразу же сталкиваются мечами. После недолгого сражения Рагнару удается пронзить человеческое тело Вала Такемуи, и он соблазняет Вала Такемуи превратиться в его драконью форму. В то время как Кемиры и еще один союзник противостояли Старейшине, битва Рагнара и Вала Такамуи вмешивается в их битву. Заметив, что Кемира и ее союзник в опасности, Рагнар помогает им обоим, замораживая лицо Старейшины. Следуя совету Рагнара, Вол Такамуи нападает на Рагнара и выталкивает его с поля боя. Хотя Старейшина обездвижен Сильверином Рагнара, его дракон формирует новые головы Спраут.
Тем временем силы Старлиуса сокрушают Алтозору своей объединенной мощью. Несмотря на превосходство, моральный дух войск Старлиуса на короткое время падает. Увидев эту возможность, Альто задумывается, сможет ли он когда-нибудь достичь уровня силы Тирита Торы. При мысли о своем погибшем товарище, Альто превращается в более мускулистого и способного дракона. Тем временем Рагнар и Волтакеми проводят свой поединок в открытом космосе, в то время как Назарина и Старлия наблюдают за битвой издалека. Увидев Назарину рядом с ней, Старли говорит Назарине оставить ее в покое и помочь остальным с драконами. Услышав Старлию, Назарина вспоминает свою первую встречу со Старлией, когда она была моложе. Хотя Назарина признает недостатки Старлии, она упоминает, что Старлия все еще рядом, потому что другие видят ценность в ее необычных способностях. После флешбека Назарина уходит и планирует помогать другим с драконами. С другой стороны, Небулум чувствует присутствие Кримсона поблизости, и Спеквелд догадывается, что Кримсон охотился за Ультиматой. Хотя поначалу Небулум не беспокоится, Кримсон начинает прорываться сквозь барьер Небулума, вызывая у него панику. Прежде чем Небулум успевает противостоять этому, рядом с ним появляется Слизь и поглощает его, убивая в процессе. Тем временем Малиновый проникает внутрь и появляется позади Ультимейта. Используя свой последний вздох, Небулум взывает к Ультимейту, предупреждая его о том, что Кримсон скрывается. Охваченный паникой, Кримсон использует свое огнестрельное оружие и свое устройство, чтобы помешать силам Ультимейта манипулировать временем, помешать его уловке. Чтобы противостоять Кримсону, Ультимейт превращается в дракона. Увидев трансформацию Ультимейта, Кримсон вспоминает то время, когда он вел гражданскую дискуссию с другими версиями себя относительно Рагнара, и что он ему сказал. После этого Кримсон хватает его сердце и помещает его в свое тело, заставляя его трансформироваться. В своем новом состоянии Кримсон использует различные виды оружия, чтобы сражаться лицом к лицу. Прежде чем Кримсон успевает нанести ей решающий удар, Ультиматум начинает мощную атаку, взрывая комнату. Тем временем Старлей вступает в битву с Альто, и после того, как Альто убивает большую часть армии Старлея, он обращает свое внимание на Айки и пытается убить его. К счастью, Фу защищает Айки от нападения Альто, поскольку Фу вводит себе смесь, позволяющую ему достичь сил, сравнимых с силами самого Старлея. Драконы. Несмотря на то, что он приложил достойные усилия против Альто, Фу был отброшен в ближайшую брешь. Чтобы защитить Фу от травм, Айки прыгает вперед и спасает Фу от падения в брешь. Все это время Алтозора пытается остановить его, но несколько солдат армии Старлея препятствуют его усилиям. Видя, что я могу прийти ему на помощь, Фу благодарит Айки за спасение и говорит Айки держаться подальше от Альто вместе с остальными. Более того, Фу раскрывает свой план использовать всю магию, которую он впитал от Альто, чтобы победить его. Пока они обсуждали это, Крис прерывает их разговор и говорит Айки позаботиться о нуждах Тофу, а сам вмешивается, чтобы удержать Альто. Когда Крис вступил в борьбу с Альто в качестве лидера армии Старлея, у Криса возникает воспоминание, в котором он размышляет о своем опыте общения с матерью, ее одержимости с королевскими особами и как это довело ее до безумия. После смерти своей матери Крис стал наемником и выбрал нелегальные миссии, потому что это его больше мотивировало. Более того, в одной из миссий Кристофера ему пришлось противостоять взрослому дракону. Благодаря этой миссии Крис привлек внимание Старли, и после того, как Старли оценил его усилия, Крис был нанят Старлией. Вернувшись в настоящее время, Крис отдает все свои силы борьбе. Через некоторое время, я думаю, Крис и Фу нападают на Альто вместе, причиняя ему сильную боль. Поскольку Альто был на пороге смерти, Альто хотел бы дать армии Старлей лучшую награду за победу над ним, чем его жизнь. Когда Альто умирал, Айки сказал ему, что он ни о чем не жалеет, и Айки убил Альто, когда Альто умирал, думая о своих погибших товарищах. После нанесения последнего удара Айки помогает Назарена, в то время как Фу испускает последний вздох, сражаясь бок о бок со своими товарищами. Более того, Назарена также сообщает Айки, что Старлия тоже умерла. Возвращаясь к Кримсону, Кримсон понимает, что это может быть борьба с болью, так как она обладает большим магическим мастерством. И поэтому она переключается на более психологический подход к атаке. Во время битвы с Кримсоном у Ультимат появилось воспоминание о фронтовой базе Солярий-17. Очевидно, на этой базе многие копии Карлы и рабочие стремились удовлетворить потребности солдат. Пока Карла заботилась о нуждах людей, другая Карла приветствовала ее. Судя по всему, Кайла, за которой мы следили, оказалась самой младшей в группе. Более того, наша Карла сообщила лидирующей машине того времени, что ее срочно отправили на эту базу, потому что им нужно было больше новобранцев Королы. Внезапно лидер Кэрри стареет и начинает увядать из-за ее огромных усилий по оказанию помощи одному из их пациентов. Перед тем, как она скончалась, лидер Королы замечает печаль Аркаролы по поводу ее кончины и находит это странным, поскольку Кайла копирует ее, а не ее. Более того, она назначает Арклу лидером Куласа. Пока Аркла бродит по базе, человек, которого спасла лидер Корола, благодарит ее за спасение. Несмотря на то, что это не она спасла его, она решает отдать должное усилиям своего лидера. Вернувшись в настоящее время, во время битвы
битвы Кимеры и ее союзников против старейшины. Старейшина замечает, что барьеры, окружающие поле сражений, падают, давая Кимере и ее союзнику шанс причинить вред. Пока старейшина кричит от боли, в его сознании появляется туманность. В сознании старейшины туманность говорит старейшине, что он рассчитывает на его победу в этом бою и извиняется за то, что не смог оправдать его ожиданий. Опечаленный смертью Небулума, старейшина превращается в призрачного зверя и в одно мгновение убивает Химеру и ее союзника. Более того, чтобы защитить ультимату, по просьбе Небулума он телепортируется в замок и, возможно, убьет Слизняка. Увидев скелет Небулума на земле, старейшина преклоняет колени перед дряхлыми останками Небулума и скорбит. Тем временем, прежде чем Кримсон успел нанести последний удар по ультимативному Та своим огнестрельным оружием, пространство, в котором они сражались, треснуло, застав их врасплох. Когда пространство треснуло, старший вмешивается в битву Кримсона и ультимативного и говорит ультимативному Та встать на его сторону, потому что он может не могу добраться до их местонахождения. Чтобы предотвратить побег ультимативной, Кримсон преследует ее. Тем временем Химера размышляет о своем партнерстве со Снейком, и хотя Снейк является частью тела Химеры, Химера задается вопросом, откуда он знает Кримсона лучше, чем она сама. В настоящем Снейк просит Химеру поменяться с ним местами, в результате чего Снейк получает физическое тело. После превращения в человека старейшина немедленно атакует Снейка, но Снейк парирует его атаку самоубийственной атакой под названием «Коллапс мира». Только из-за этой атаки старейшина, Кримсон и ультимативный Та получают повреждения. Кроме того, это вынуждает Кримсона и ультимативного покинуть свои соответствующие пространственные поля боя. С отрубленной рукой Кримсон спорит со Снейком о своей тактике, и Снейк извиняется за ее использование. Более того, старейшина возвращается в свой человеческий облик и начинает обгорать на солнце. Видя, что после его смерти в живых останется только один высший, он обращается к Уолту Камуи, сообщая ему, что он единственный, кто может защитить ультиматума. Чтобы покончить со старейшиной, появляется Айки и наносит ему последний удар. Расправившись со старейшиной, Айки вместе с двумя своими товарищами направляется к конечной цели. Тем временем Рагнар все еще сражается с Валтакуи, но через некоторое время Рагнар начинает одолевать его. Видя, что его побеждают, Валтакуи решает положиться на дремлющую силу, чтобы защитить себя от мощи Рагнара. Одновременно с этим ультиматум встает и убивает одного из товарищей Айка. Чтобы покончить с ультимативной, Назарина пронзает голову ультимативной своим мечом, заставляя ее выпустить шквал энергетических разрядов. Внезапно Вальтакамуи использует свою технику боевых искусств бога света, заставляя всех на земле падать на землю из-за огромного давления, исходящего от нее. В отчаянии ультиматум поднимает глаза к небу и взывает к Вальтакамуи. Во время битвы у Вальтакуи возникает воспоминание о существе по имени Гилсия, когтистом монархе. По-видимому, Вальтакуи пытался напасть на Гилсию, но не смог причинить ей вреда, и вместо этого получил 8 ранений сам. Более того, видя попытки Вальтакуи убить ее, Гилсия говорит, что она пришла, потому что хочет посмотреть, на что способен меч Вальтакуи. Однако, прежде чем уйти, она обезглавливает Вальтакуи и говорит ему, что люди, которые порежут ее, получат такое же наказание взамен. Поскольку Вальтакуи был чрезвычайно талантлив, Гильзия схватила его отрубленную голову, похвалила его и сказала ему сражаться с сильными противниками, чтобы стать сильнее, чем когда-либо прежде. Вернувшись в настоящее, Вальтаками вспоминает слова Гела и начинает превращаться в более сильное существо, чтобы соответствовать своему сильному противнику. В то время как Вки поражает Рагнара своей новой трансформацией, Кримсон подползает к его отрубленной руке и пистолету. Тем временем Слайм подходит к Хазеле, но Кримсон просит Слайма подойти к нему, но внезапно поле боя озаряется вспышкой света. Вернемся к Рагнару. Вальтакаму и наконец-то удается обезглавить Рагнара, и он заявляет, что планирует убить Гилсию и бога дракона. Внезапно Рагнар освещает поле боя своим светом и прикрепляет свою голову на место. Тем временем ультиматум вспоминает о своем прошлом опыте в качестве копии Карлы, а также о том времени, когда она была одной из старейших Карула на их передовой базе. По-видимому, в это время кто-то разбился на передовой базе, и человек, который врезался в их базу, оказался молодым человеком. Валтакуи. После того, как он врезался в базу, Валтакуи сказал Ультимита, что все ее шумные подчиненные вызывают у него отвращение, и попросил ее убраться с глаз долой. Видя, что Валтакамуи ранен, Валтакуи пообещала вылечить Валтакамуи, если он позволит ей вылечить одного из ее клонов. Так как Валтакуи был вспыльчивым ребенком, он пригрозил убить Валтакуи, если она не уйдет, и начал атаковать. После того, как Валтакуи бросился бежать, Валтакуи потерял сознание, а Валтакуи также соскользнул с лестницы. Вспомнив, что Валтакуи назвала ее легко заменяемой, поскольку ее клоны займут ее место после ее смерти, Валтакуи встала и вернулась к Валтакуи. Увидев, что Валтакуи возвращается, Валтакуи убила Валтакуи, но она повернула время вспять, чтобы возродиться, и исцелила клонов Карелы и раны Валтакуи. Видя, что Валтакуи отличалась от других клонов, с тех пор Валтакуи сопровождала Валтакуи повсюду, куда бы она ни пошла. Возвращаясь в настоящее время, Валтакуи снова обращается к Валтакуи. Услышав отчаянный призыв Валтакуи о помощи, Валтакамуи бросается к Рагнару, чтобы убить его и вернуться обратно в Валтакуи.
Валтакамуи, как только сможет. В мгновение ока Рагнар пронзается клинком Валтакуи и получает адское избиение, прежде чем быть обезглавленным во время атаки. Однако Рагнар снова прикрепляет свою голову и поражает Валтакуи охотничьей вспышкой. Тем временем ультиматум, находясь на грани смерти, взывает к Валтакуи, что активизирует все его чувства, и он атакует прямо на Рагнара. Во время битвы перед Валтакуи продолжают мелькать образы Гилсии. Издалека Гилсия стояла и говорила, что Рагнар наконец достиг такого уровня силы, что способен победить ее. Через некоторое время Рагнар поражает Такамуи своей двойной охотничьей вспышкой, и из-за последовательного характера этой атаки Волк Такамуи застигнут врасплох, и он умирает в процессе. Перед тем, как полностью исчезнуть, он бросает свой клинок в сторону ультиматум, извиняясь перед ней за то, что не смог вернуть ей свой долг. Когда Вальтакамуи исчез, Рагнар упал обратно на землю, и он упал лицом вниз. Видя, что все ее высшие драконы были убиты, Ультимата начинает паниковать и кричит, чтобы время остановилось. После отчаянной попытки остановить время, оно действительно перестает двигаться, и благодаря этому она понимает, что ее силы наконец-то вернулись. Когда к ней вернулись силы, Ультиматум немного радуется, но прежде чем она снова сможет повернуть время вспять, один из близнецов попадает в лапы к ней. Стреляет в Алтимат, используя пистолет Кримзон, который содержит пули с примесью серебра. После убийства Ультиматума у Ультиматум появилось последнее воспоминание о том времени, когда она была с юным Валтакуи на вершине утеса. По-видимому, юный Валтакуи спросил Ультиматум в образе Карлы о том, чего она хочет взамен, чтобы отплатить ей, поскольку он был у нее в долгу. В настоящее время между ними заключен пакт об освобождении Карлы от Бога, которая вернулась в настоящее и находится на грани смерти. Алтимат замечена идущей к дому Уолты Камуи с пулями в груди, когда она вспоминает свое пребывание в церкви Сириуса, где она была помечена как продукт номер 19835. По-видимому, она была исключительно талантлива, несмотря на ограниченное время и опыт работы среди всех копий. Более того, в один прекрасный день все ее клоны взбесились, и церковь обвинила ее в том, что она не верит в бога солнца, а ее отношения с Валом Такамуи стали причиной потерь церкви. Теперь, когда Такамуи заключен в тюрьму, они планируют убить его и всех обезумевших копий Кайлы. Как раз в этот момент появляется истинный бог-дракон, замораживающий ультиматум, и Такамуи создает ультиматум крылатого монарха бога-дракона. Вернувшись в настоящее, когда ультиматум ползла, она молит бога о втором шансе, но вскоре узнает, что она больше не нужна, поскольку начинает гореть на солнце, вспоминая слова Такамуи, которые помогли ей в жизни больше, чем она могла. Узнав, что она была на волосок от смерти, она попыталась пробраться к тени клинка Во Такамуи, но сгорела дотла, не добравшись туда. Наблюдая за смертью ультиматума, Кримсон позволяет своему телу сгореть, а ее сердце снова оказывается в плену за 4 барьерами и вздыхает об ужасной победе, сопровождаемой эхом криков одного из живых близнецов. Тем временем Рагнар встречается со своим будущим «я» и спрашивает, сожалеет ли он о своем поступке. В ответ нынешний Рагнар не выказывает никакого сожаления, но потеря его друзей действительно очень печалит его. Когда Рагнар сидел в одиночестве, появился Кримсон и спросил, как у него дела. Более того, поскольку Рагнара держали в камере, Кримсон велел ему уйти и сопроводил его в больничную палату, где он встретил Старлею, которая была без сознания. Добравшись до больницы, Рагнар узнает, что яд Старлеи подействовал, и причиной, по которой она боролась за то, чтобы жить дальше, был никто иной, как Рагнар. Пока Старлея лежит на больничной койке, он вспоминает обо всех своих погибших товарищах, прежде чем встретиться с Шином за пределами больницы. Попрощавшись с Шином, он сообщает, что отправляется на охоту за следующей родословной и снова отправляется с Кримсоном и Слизью в путешествие, чтобы покончить со всеми драконами.